Как сегодня продвигать сайты в англоязычном сегменте, и для этого не обязательно жить в Штатах, в Канаде, в Австралии, Великобритании или в каких-нибудь других англоговорящих странах. Вы можете жить за границей, потому что интернет не имеет границ. Создавать проекты в одной стране и продвигать в Соединенных Штатах или в других странах, потому что там очень большой маркет, много денег, и мы это делаем уже много лет. Роли не играет, какой уровень английского у тебя есть, потому что сегодня все можно решить на аутсорсе, есть искусственный интеллект, множество других инструментов, и в этом видео я покажу, как ты можешь получать результаты продажи, если твой уровень английского недостаточный конкурировать с контент-креаторами, которые имеют твои конкуренты, но при этом у тебя будет правильный подход, как получать эти результаты. Давайте начнем это видео с того, что я начал учить английский очень поздно, в 32 года. То есть принял решение, мне надо выучить английский, у меня был очень базовый уровень, наверное, какая-то такая школьная программа, пару слов, практически ничего не знал, но было твердое желание выучить этот язык, потому что в Украине и в других русскоговорящих странах уперся в какой-то потолок, уже не получалось получать хороших результатов. При этом знания, самые классные знания, они все равно идут с англоязычного сегмента, даже по маркетингу, если ты хочешь продвигаться в Украине, в каких-то других странах, важно черпать знания именно с англоязычного сегмента. Это книжки, это блогпосты, это какие-то новинки, они практически все выходят там. Поэтому было твердое желание выучить, и первые пару лет у меня особых результатов не было, я просто учил по 8 часов в день, иногда 10 часов, иногда 12 часов, но было желание именно выучить язык. Когда уже появился какой-то уровень, начал пробовать продвигать сайты, пошли первые результаты не сразу, потому что я пробовал свои проекты, тестировал, проверял, и уже в процессе мы начали получать какие-то результаты, потом мы уже начали предлагать эту услугу клиентам. К примеру, вот одному клиенту в тематике потери веса, сами понимаете, это космос в Америке, тут 44% людей толстых, у них есть эта проблема, и в этой тематике мы подняли трафик со 100 тысяч до 200 тысяч. Стоимость этого трафика несколько миллионов долларов, это если говорить просто про платную рекламу, потому что он космос дорогой, но что мы сделали, мы подошли нестандартно к этому проекту, и хорошо, что проект, конечно, имел уже трафик, но мы просто переписали метаинформацию, title, description, H1, переписали вот эти мета-теги, потому что вы можете создать очень классный контент, но если никто не кликает, результатов оно не даст. Да, то есть люди читают, прежде чем кликнуть, и надо им дать вескую причину. Кстати, после этого мы создали инструмент, ты можешь найти его на сайте admis.com, просканировать свой сайт и проверить качество твоих мета-тегов на твоем сайте. Давайте я покажу на своем экране, как это работает. Я вот взял какой-то рандомный проект, вы можете вставить свой сайт, и здесь, видите, он просканировал весь этот сайт, Domain Health 52, да, но вот вы видите, что тайтлы плохо оптимизированы, а контент хорошо оптимизированный, description где-то тоже плохо, средние показатели, а вот именно контент классный, то есть создан классный контент, но при этом метаинформация оптимизирована плохо, соответственно CTR будет низкий, и этот проект не получит тех продаж, которые он может получить. Ну, то же самое сделали и мы переписали метаинформацию и увеличили трафик практически на ровном месте. Вот смотрите, вы можете здесь взять главную страницу, проверить, можете какую-то другую страницу, тут полно данных. Давайте, допустим, возьмем вот эту страницу. И здесь что вы можете сделать? Просто переписать. Смотрите, у вас тайтл оценка 23. Если вы добавите какие-то, допустим, элементы продающие, там new, discounts, допустим, 30%, да, вот смотрите, и вы просто на ровном месте увеличиваете CTR. Люди, когда видят цифры, вероятность того, что они кликнут, увеличивается, соответственно, вы получаете больше трафика, больше продаж. То же самое вы можете сделать с description, здесь подсказки, что необходимо сделать. Если нет идеи, нажимаете золотую кнопку AI, ну, на самом-то деле это зеленая кнопка, но результаты очень хорошие, золотые, поэтому, видите, вы просто получаете сразу множество информации, которые можно переделать для вашего проекта и получать намного лучше результаты.
Здесь есть кнопка Content, которую нажимаете, и в этом же контент-эдиторе вы можете просто переписать эту статью. Видите, параметры SEO 80, Health 95, но читабельность очень слабая, 15. Смотрим, почему читабельность слабая. То есть, очень много тяжело написанных предложений. 408, легко написанных 55, средних 42. Есть Passive Voice, то есть этот сайт очень много пишет Passive Voice, это не рекомендуемо. Лучше это переделывать. Вы можете посмотреть, что в Google происходит, какой у них контент, то есть хеддинги. Можете проверить их ключи. Можете сгенерировать с помощью искусственного интеллекта свои хеддинги, ключи, да, и использовать, вставить в этот же контент-эдитор. То есть, в принципе, вы можете работать в этом инструменте и намного улучшить результаты, потому что в SEO очень важно умение оптимизации, это легко читабельность и учитывать те элементы, которые есть, чтобы Google сканировал, видел ключи, видел заголовки. Но главный вопрос, кто же будет писать этот контент. И здесь очень важный момент, что вы должны искать авторов, у которых есть проверенный опыт. Мы, как правило, тратим время на поиск этих авторов. Это не 1 месяц и не 2. То есть это отнимает время найти хороших специалистов. И каким образом можно найти, я вам сейчас покажу. К примеру, вот пишите вашу тему в Гугле. Я написал вот Forex Blog. Видите, тут много списков. Вы можете написать там Best Forex Blogs. Вы можете написать, допустим, у вас тематика там Health. Напишите Best Health Blogs. Можете просто Health Blogs. То есть найдите списки этих блогов. Переходите на какой-то из этих список. Смотрите, выбирайте сайты, допустим, давайте FX Street, это известный сайт, посмотрим, какой у них контент. Вот видите, куча контента на этом сайте. Выбирайте, допустим, какого-то автора, вот видите, есть автор, и проверяйте, есть ли этот контент собирает трафик. То есть если у автора пишет статьи, которые собирают трафик, соответственно, можно его проутричить, с ним связаться. То есть есть инструменты такие, как Rocket Reach, которые могут найти email автора, есть множество других. Находите имейлы этих авторов, пишите им и с ними связывайтесь. Смотрите, вот мы создаем такую таблицу по всем авторам, да, в которых мы показываем, где они пишут, сколько они пишут, какой процент контента собирает трафик. То есть, видите, мы зелененьким выделили те, которые авторы очень хороший трафик собирают. Вот, допустим, Кори Митчелл, смотрите, вообще отлично, 48% мы его выделили. Если хотите посмотреть, где он пишет, кстати, мы с ним сотрудничали, с Кори Митчелл. Вот, смотрите, Investopedia, он, кстати, и для Forbes пишет. Вот, и видите, он собирает очень хороший трафик. То есть, соответственно, почему не написать Кори Митчеллу, не предложить сотрудничать. Я вам скажу, что эти авторы берут дороже, чем на Upwork, они работу не ищут, но если вы будете работать с ними, лучше создайте меньше, но качественно, да, то есть бюджет у всех ограниченный, но сотрудничая с этими авторами, вы создаете качественный контент, вероятность ранжирования его выше, даете ему наши инструменты, контент-эдитор, просите их оптимизировать метаинформацию, и вы получаете намного выше результаты, если вы ищете вот таких авторов. То есть для написания контента сегодня, конечно, искусственный интеллект необходим, но он далеко не решает все вопросы. И самое главное, именно найти специалистов, которые умеют писать и у них проверенный опыт. Следующий момент, который действительно важен в англоязычном сегменте, это перестать думать только про блог-контент. Мы до сих пор получаем много реквестов, надо писать статьи. Но, вы знаете, это немного перегрето. Допустим, там с 2000 по 2010 блоги бумили, не было той конкуренции. С 2010 по 2020 уже это пошло на снижение, до сих пор они приносят много трафика. И, наверное, после 2020 уже больше это брендовая тема. Если посмотреть какие-то сайты, которые там за счет блогинга выросли, там Ahrefs, к примеру, там Нил Паттл, да, который писал очень много, вы увидите, что у них практически весь трафик идет уже далеко не на блоге. К примеру, Ahrefs, он собирает блогами 600 тысяч трафика. А их трафик 12 миллионов. Почему? Потому что основной трафик, именно органики, идет на тулы. Они создают какие-то инструменты и получают на них трафик. То же самое Нил Паттл. Он говорит, что у него 70% трафика это Ubersuggest. Он создал тулы и получает туда трафик. Мы рекомендуем сегодня больше создавать именно инструменты. И этот рынок далеко не перегретый, как блогинг. То есть в блогинге 7 миллионов статей публикуется каждый день. Попасть туда очень сложно. Но если вы
будете именно создавать инструменты, вы можете, вероятность получения трафика выше. Второй момент, который важный в инструментах, люди возвращаются еще раз. То есть инструментами не пользуются разово, возвращаются чуть ли не каждый день, обязательно проверить что-нибудь там. И сегодня очень много инструментов, которые устаревшие морально, получают миллионы трафиков. То есть находите эти инструменты, это калькуляторы, конвертеры, это все что угодно. Находите и думаете, как это проапдейтится с помощью искусственного интеллекта. То есть мы зайдите на наш сайт, на Unmiss, вы найдете множество инструментов, да, вот просто открываем, допустим, главную, или вот просто вот видите вверху вот топ, сразу находите очень много тулов. Мы эти тулы создали для чего? Потому что, во-первых, они нам помогают в работе, во-вторых, люди приходят пользоваться этими тулами постоянно, и, соответственно, это дополнительный трафик и продажи. Поэтому этот вид рекламы намного более эффективный сегодня, именно создание тулов на искусственном интеллекте, и вы можете занять этот рынок. Многие конкуренты до сих пор это игнорируют. Скоро это будет перегрето как блогинг, но это скоро измеряется в районе 50 лет, да, то есть, грубо говоря, блогинг, смотрите, появился, начал захватывать рынок, но чтобы он пошел на спад, это прошло, 20 лет, да? То есть ничего быстро не бывает. К примеру, вот смотрите, вот все, что появляется, никогда ничего не умирает очень быстро. К примеру, вот сегодня появился AI Search. Вы думаете, Google там ему там крышка скоро? Нет, это десятилетиями поменять у людей привычки. К примеру, вот когда появился интернет, желтые страницы, они больше 10 лет собирали трафик. То есть больше 10 лет люди пользовались такими желтыми страницами, при том, что был уже Google, был уже интернет. Вещи не умирают быстро. Это какой-то очень длительный процесс, потому что инноваторы, их там очень мало, 1-2%, они быстренько адаптируются под новые. Потом те, кто быстро адаптируется под новые инновации, там, процентов 10, могут зайти и использовать какие-то новые технологии. Основная масса, они будут долго это делать, когда уже просто не останется старых инструментов, они только тогда перейдут. Поэтому, если вы сегодня будете создавать тулы на искусственном интеллекте, у вас еще больше 10 лет хорошо занимать этот рынок, пока уже другие не перегреют, и дальше, я не знаю, что уже будет, терминаторы, наверное, да, какие-то там, или матрица придет к нам, поэтому используйте обязательно тулы на искусственном интеллекте. И какой еще важный момент, если вы продвигаетесь по SEO, делайте видеомаркетинг. Сегодня видеомаркетинг отлично продает. Мы получаем миллионы просмотров для новых проектов буквально за 2-3 месяца. То есть у нас огромные результаты. Вы можете получить лояльную аудиторию. И сегодня 85% покупателей, прежде чем что-то купить, они смотрят видео. То есть, соответственно, если вы будете создавать видеоконтент, вы можете охватить огромную аудиторию, органику. В Google это отнимает месяцами, да, там полгода, год, иногда годами, там, чтобы получить какие-то запросы. Ну, если, конечно, на искусственном интеллекте тулы быстрее, да, но если вы будете создавать видеомаркетинг, тут результаты намного быстрее, то есть до сих пор огромная нехватка контента. И если, к примеру, да, вот вы стесняетесь перед камерой, нет опыта, нет желания, это не ваш формат, сегодня есть аватары, то есть создаются искусственным интеллектом аватары, которые за вас эту работу делают. Можно разнообразить контент, можно без лица делать контент, на все что угодно. То есть сегодня вероятности получения видеомаркетинга и продажи очень много. Ну, это все, ребята, обязательно. Если вам необходима помощь в продвижении сайта, обращайтесь к нам. Мы начнем любое наше сотрудничество с бесплатной консультации. То есть тебе надо просто забукить с нами колл, мы обязательно проведем эту консультацию. Мы сделаем бесплатный аудит по твоему сайту, то есть ты уже от этого аудита получишь очень много информации, которые помогут продвинуть твой проект, потому что, сам понимаешь, каждый кейс, он индивидуальный, то есть они все разные. Но получив бесплатный аудит, получив бесплатную консультацию, ты уже примешь решение, с кем сотрудничать, с самим идти, с нами идти, с кем-то другим идти, но уже будет очень много данных. Обязательно спрашивай любые вопросы в комментариях, я отвечу на любой твой вопрос. Я читаю все комментарии, обязательно отвечаю, помогаю максимально в этом плане. Делись этим видео со своими друзьями, показывай, ставь лайки и до новых встреч!